Сегодня я хочу поговорить про анимационный сериал «Аркейн» по вселенной Лига Легенд. Сюжет сериала строится вокруг лора игры Лига Легенд. Кто играл, уже будут знакомы с миром, с городами, с персонажами. Кто новичок, тот, возможно, захочет ознакомиться с компьютерной игрой уже после просмотра сериала. Главными героями сериала можно считать сестер Ви и Паудер, которая впоследствии будет названа Джинкс, потому что из-за их действий, из-за событий, которым привлекли их действия, собственно, начало происходить в сериале то, что происходит. В первом эпизоде нам показывают, как две сестры в компании друзей грабят квартирку и выносят оттуда то, что не стоило выносить, что приводит ко взрыву, и это как первая доминошка повлекло за собой очень много самых разных событий и изменений во вселенной сериала. Разумеется, помимо Ви и Джинкс, в сериал вводятся еще дополнительные персонажи, благодаря которым уровень тем, поднимаемых в сериале, становится куда шире, чем просто история о отношениях в семье или история о неудачном ограблении. Есть, например, изобретатель Джейс, который благодаря помощи Виктора смог открыть технологию Hextech, что повлекло за собой технологическую революцию в Пилтовере. Есть Виктор, товарищ Джейса, тоже ученый, который страдает от неизлечимого заболевания и пытается найти способы решения этой проблемы. Есть Кэтлин, подруга Джейса, девушка из богатой семьи, которая хочет работать полицейским. Есть Эко, друг детства Ви и Джинкс. Есть продажный, офицер полиции. И у него тоже есть свой конфликт и своя сюжетная линия. И таких персонажей несколько, и благодаря им поднимается довольно большое количество тем и сюжетов, но при этом при всем сценарий и вообще сериал сделан так хорошо, что за 9 эпизодов у тебя ни разу не заходит ум за разум, ты не теряешься в персонажах, ты не теряешься в их сюжетных перипетиях, тебе все понятно, но при этом при всем действительно количество идей, поданных, получается, за 9 эпизодов по 40 с чем-то минут каждый, оно просто поражает. На примере Ви и Джинкс мы смотрим конфликт сестер, которых разлучили. Это конфликт старшей сестры и младшей сестры, когда младшую недолюбили, она обвиняет старшую. Это конфликт Кейтлин и ее семьи, когда девушка из богатой семьи хочет служить народу, а ее семья противится этому. Это стандартный конфликт отцов и детей. Это конфликт Джейса и Хеймердингера, например, когда есть спор между наукой, условно говоря, старого времени и нового времени. Это есть конфликт между Виктором и Джейсом о том, как использовать технологию Хекстека. Есть просто внутренний конфликт Джейса, когда он то чувствует себя самозванцем, то не понимает, какие решения ему стоит принимать как консулу, как ему стоит вести себя как изобретателю. Есть конфликт одной из консулов Совета, которая была изгнана из своей семьи, и потом в конце сериала вводится ее персонаж ее матери, и мы за счет этого узнаем еще кусок лора, узнаем еще об одной стране и отношениях людей там. Есть конфликт просто богачей и бедных, есть много действительно, да даже вот так вот просто я уже перечислил 8 конфликтов, 8 сюжетных линий, еще можно, 7 вернее, еще можно, докинуть сюда линию с коррупцией в государстве. Есть линия коррумпированного начальника полиции, который оказывается между молотом и наковальней, уже 9. Я могу продолжить, я могу загнуть 10, 11 и так далее. Но опять же, некоторые линии, можно при должном снобизме назвать, что это клише, и мы это видели. Тут я не хочу прям включать сноба, потому что мне сериал понравился тем, что он хорошо сделан. А когда что-то хорошо сделано, ты можешь на это смотреть достаточно много. Если хорошо нарисован пейзаж и хорошо нарисован другой пейзаж, у тебя не наступает, по крайней мере у меня не наступает пересыщение от того, что вот опять нарисовали пейзаж. Нет, это хорошая картина, это хорошая картина. И даже те тропы и ходы, с которыми мы уже знакомы по другим художественным произведениям, в Аркейне работают отлично и к месту, потому что они хорошо сделаны, потому что они сделаны каждый так,
как он мог бы тянуться как отдельный сериал. Каждую вот эту линию можно было бы растянуть на 9 эпизодов отдельного хронометража, например, да, там не по 40 минут, а по 20. Также 9 эпизодов, например, рассказывают про то, как вводилась технология Hextech в Piltover, или про то, как воевали банды, или про то, как конфликтуют богачи и бедные, к чему это приводит. Когда что-то работает хорошо, тебе не хочется к этому придираться. После просмотра первых 6 эпизодов я задумался над тем, а как мне вообще рассказывать про этот сериал человеку, который не знаком с лором Лиги Легенд, потому что я в Лигу играл еще больше 10 лет назад, чуть ли там не с беты. Я знакомился со всеми этими персонажами прямо вот в моменте, я сам самостоятельно собирал тут лор, читал, переводил статьи. И для меня-то понятно, что я возвращаюсь в то, чему я посвятил очень много времени своего, что уже стало частью моей жизни, моей истории. А незнакомому человеку, что я могу сказать? Ну, типа, это сериал по игре. И вот когда я отсмотрел все 9 эпизодов, я могу точно сказать 2 основных мысли. Первое – визуал. Второе – сюжет. Про сюжет и поднимаемые темы я уже достаточно рассказал. Если кого-то в сериалах интересует только это, он уже, наверное, заинтересован и пошел смотреть или пошла смотреть. Помимо этого, он еще очень красивый. В нем есть свой визуальный стиль, в нем есть свой визуальный стиль рисовки. Но он этим не ограничивается. Меняется кадр, такое ощущение, будто меняется линза на камере. Там хорошая операторская работа. Можно ли вообще это применить к анимационному сериалу? Но я это применю. Там классно подобраны кадры, углы обзора, композиции. Есть сцена в концовке то ли 7-го, то ли 8-го эпизода, которая меня просто поразила. Короче, происходит дуэль между 2 персонажами. Один из персонажей выкидывает из своей руки часы на цепочке и начинает ими покачивать, как метрономом. За счет этого вводится музыкальное сопровождение для этой дуэли, которое совпадает со звуком часов и заменяет его. В какой-то момент нам персонажа одного эти часы перекрывают, и он меняется на персонажа себя же, но в детстве. Потом меняется камера. Мы видим уже другого персонажа, тоже в детстве. Они срываются с места. Меняется рисовка на совершенно другую. Падает фреймрейт, то есть действия становятся более рваными. За счет этого снижается темп. В какой-то момент в этой же рисовке персонажи становятся похожими на себя. Ну, вернее, они становятся своими же взрослыми версиями, но сохраняется вот этот сниженный темп и другая рисовка. Там происходит эскалация конфликта, а потом щелчок, пропадает музыка, и нам показывают всю эту битву заново, но уже в рисовке, к которой мы привыкли. Визуально, и я вот сейчас даже рассказываю, у меня мурашки по коже от этой сцены, от одной. А там очень много всего. Отдельно хочется выделить постановку Close Combat, битву рукопашную, потому что этому уделено в сериале достаточно много, потому что персонаж Ви, он, в принципе, персонаж ближнего боя. То, как сделали сцены, где она работает, например, по перчаткам или с боксерским автоматом, или как она работает со стенкой, или бьет оппонентов, господи, прям вау. Я последний раз так наслаждался именно рукопашной, когда я смотрел фильм «Рейд» и «Рейд 2», который для меня, наверное, это эталон в современном кино того, как поставлены драки. Тебе хочется эти сцены пересматривать, тебе хочется останавливать просто кадры, делать скриншот и прям разбираться в этом, настолько это хорошо сделано. Меня можно обвинить в предвзятости, потому что я играл в игру, я знаком с персонажем, я знаком с лором, и за счет этого я мог не заметить какие-то шероховатости, но из тех отзывов, что всплывают у меня в информационном пространстве, сериал зашел не только тем, кто играл в игру. Это что-то да значит. Его, конечно, пытаются наречь лучшим анимационным сериалом чуть ли не современности, что это прям супер 10 из 10, великолепно. Я стараюсь избегать таких громких эпитетов. У меня нет достаточной насмотренности в той же анимации, чтобы сказать, что это лучший анимационный сериал. Я «Любовь, смерть и роботы» до сих пор не посмотрел. Хороший ли сериал Аркейн? Отличный. Я прям им вдохновлен, восхищен. Вот любой эпитет, который может просто объяснить тот факт, что мне не жалко потраченного времени на 9 эпизодов по 40 минут вообще от слова совсем. Классно нарисован, классно срежиссирован, классно написан сценарий, интересный персонаж, интересные сюжетные повороты, даже несмотря на то, что ты уже с ними знаком как с клише. И этот сериал, да, я могу посоветовать тем, кто не играл в Лигу Легенд спокойно, потому что как минимум он визуально классный, там хороший сюжет.
Можно вообще ни хрена не знать о Лиге Легенд, но спокойно наслаждаться Аркейном. Уже есть новость о том, что выйдет второй сезон in production. Я не могу сказать, что я его прям жду с нетерпением. С нетерпением я сейчас жду только Человека-паука нового. Но я его, скорее всего, буду смотреть, да, когда выйдет. Потому что мне понравился первый сезон. И понравился абсолютно искренне. Ну вот насколько я могу судить из своей субъективной точки зрения.